4 декабря 1872 года британский бриг «Деи Грация» под командованием капитана Мархауза, запомните это имя, шедший из Нью-Йорка в Геную с заходом в Гибралтар с грузом сырой нефти, обнаружил посреди Атлантического океана корабль, который странно себя вел. Даже наблюдая за этим судном со стороны, опытные моряки могли понять, что происходит что-то неладное. Казалось, что корабль просто болтается посреди океана без руля и без ветрил. Они попытались начать с ним коммуницировать, вывесили флаги и не получили никакого ответа. Они без труда нагнали этот корабль, и к этому моменту они уже знали, что этот корабль им знаком. Это была торговая бригантина Мэри Селест, которая вышла из Нью-Йорка по тому же маршруту в Геную буквально за 8 дней до корабля Мархауза. И Мархауз был знаком с капитаном Мэри Селест. Он был очень обеспокоен, он приказал спустить шлюпку и отправил своего старшего помощника и 2 матросов разобраться, в чем дело. Они поднялись на борт Мэри Селест, и то, что они там обнаружили, станет одной из величайших исторических загадок, которая не решена до сей поры. Последующие байки, которые люди будут передавать из уст в уста и которые будут печатать в газетах и журналах, будут рассказывать, что якобы на Мэри Селест все было в идеальном состоянии, и на столе стояла еще теплая еда, и там лежали трубки, которые еще дымились. На самом деле это было не совсем так. Судно было в целом в хорошем мореходном состоянии, но некоторые паруса болтались незакрепленными. Часть парусов была поднята, часть спущена, и часть болталась незакрепленными внизу. Крышки люков трюма были сняты, и крышка переднего люка выглядела так, как будто она была сорвана и валялась рядом. В трюме корабля был метр воды. Это не означало, что судно тонет. В принципе, деревянные суда всегда постоянно набирали в корпус воду, поэтому там постоянно работали насосы, которые выкачивали океанскую воду за борт. И на Мэри Селест одна помпа стояла в трюме, а вторая, разобранная, валялась на палубе, что заставляло думать, что у них сломалась помпа, и этим было вызвано то, что корабль набрал так много воды. Но это не препятствовало ему держаться на поверхности. Весь груз, который несла Мэри Селест, это были 1401 бочонок спирта денатурата, был в полном порядке и целостности, и он был закреплен в трюме. Там также находился хороший запас продовольствия, но никакой готовой еды на корабле не нашли. Но главное, на корабле не нашли ни одной живой души. Ни одного из 10 человек, команды и пассажиров, которые были на судне, когда оно покидало Нью-Йорк. Они нашли бортовой журнал, и последняя запись в нем датирована была 25 ноября, то есть за 10 дней до происшествия. В бортовом журнале не было записей ни о каких ЧП. Было отмечено, что судно 25 ноября находилось в таком-то месте, что полностью соответствовало его маршруту, они проходили Азорские острова. Это было примерно в 700 километрах от той точки в океане, где Деи Грация наткнулась на Мэри Селест. Никаких других корабельных документов не было обнаружено. Кроме того, пропал хронометр и секстант. Компас лежал разбитый на палубе, и было такое впечатление, что его торопливо пытались снять, при этом погнули стойку и уронили. Личные вещи людей, находившихся на судне, оставались на местах. Они нашли драгоценности жены капитана, они нашли деньги, оружие, трубки лежали на местах, а люди куда-то исчезли. Не досчитывались также шлюпки. Корабль вышел из порта с одной шлюпкой вместо 2. И я даже не обсуждаю этот вопрос, отсылаю вас к видео о «Титанике», как тогда относились к безопасности на море. Эта шлюпка отсутствовала, и все выглядело так, что она не была сорвана бурей, а она была нормальным образом спущена на воду. То есть все указывало на то, что команда корабля спешно эвакуировалась по неизвестной причине. Мэри Селест вообще была судном с несчастливой судьбой. Недостаточно несчастливой, чтобы про нее начали еще тогда ходить страшные сказки, но этому судну определенно не везло.
Оно было построено в Канаде, и на тот момент оно называлось «Амазонка». Это была маленькая бригантина, которая предназначалась для торговых рейсов между Америкой и Европой. Прослужив несколько лет на торговых путях через Атлантику, «Амазонка» успела несколько раз попасть в серьезные перипетии, потерять нескольких капитанов, и в конце концов она так надежно села на мель, что ее вообще собирались списать. Но тогда судами не разбрасывались. Даже самые потрепанные корабли обычно выкупали и пытались перестроить. И то же самое случилось с «Амазонкой». Нашелся инвестор, который купил эту руину и перестроил ее. Фактически корабль построили заново на оставшемся острове. Это был фактически новый корабль на старом скелете. Поэтому его даже переименовали. И «Амазонка» стала «Мэри Селест». Починка была настолько глобальной и дорогой, что она разорила судовладельца. И новый корабль был продан за долги, еще несколько раз переменил владельцев и в конце концов оказался в руках небольшого консорциума, фактически артели из 4 человек, которые владели этим кораблем в долях. Я вам это рассказываю, потому что это важно для понимания последующих событий. Собственность корабля представляла собой 20 долей, 12 из которых принадлежали капитану Бенджамину Бриксу. И 8 оставшихся долей делили между собой еще 3 вкладчика. То есть капитан Бенджамин Брикс был не просто наемным работником на корабле, он был его собственником, одним из собственников. Причем он владел большей долей, больше половины акций корабля. Бенджамину Бриксу на тот момент было 37 лет, и он был опытным морским волком. Это сейчас 37 лет люди еще только выходят из детства. В конце 19 века мужчина в 37 лет был уже отцом семейства, надежным, хорошо зарекомендовавшим себя специалистом и человеком, который уже начинает подумывать о смене карьеры. Потому что Бенджамину Бриксу уже начинало надоедать мотаться по морям. Он это делал с раннего юношеского возраста, он был из морской семьи, его отец был капитаном, его братья были капитанами. И к 37 годам он уже подумывал о том, чтобы остепениться, осесть и стать судовладельцем. Это был фактически транзитный период, когда он переходил от одной карьеры к другой. Он был все еще капитаном, и он впервые стал судовладельцем собственного корабля. Это будет его первый рейс на Мэри Селест, но капитан Брикс был очень доволен кораблем. Он сам его покупал, он его тщательно осмотрел. Он также сам нанял команду, персонально выбрав каждого члена экипажа. Экипаж был очень небольшим. На Мэри Селест в момент отправки из Нью-Йорка находилось всего 10 человек. Капитан Брикс, его жена, их маленькая 2-летняя дочка, старший помощник, младший помощник, кок и 4 матроса. И если вас интересует, можно ли довести бригантину от Америки до Европы ввосьмером, это было совершенно нормально. Да, можно. Это считался нормально укомплектованный экипаж. Брикс рассчитывал на легкое, спокойное, рутинное плавание. Именно поэтому он взял с собой жену и дочь. Они даже думали взять с собой еще и своего старшего сына, но он учился в школе, и был ноябрь месяц, они решили не отрывать его от учебы и оставили в Америке на попечении бабки. То есть, в принципе, Брикс рассчитывал, что этот рейс будет нормальным, рутинным, ничем не примечательным, спокойным рейсом. Но на 4-ю неделю плавания произошло что-то абсолютно экстраординарное. Когда капитан Мархаус обнаружил Мэри Селест, он решил довести корабль до Гибралтара. По тогдашним морским законам, если вам удавалось привести в порт брошенный по любой причине чужой корабль, то вам за это полагалась значительная награда. Фактически она исчислялась из стоимости корабля с его грузом, и плюс еще учитывалось, насколько тяжело было, опасно доставить корабль в порт. Потому что этот корабль после этого фактически ставили на аукцион и продавали.
Мари Селест несла на себе значительный груз, который был в целости и сохранности, и который был застрахован на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов на наши современные деньги. Корабль был в отличном состоянии, он требовал минимальной починки, которую можно было сделать прямо в море. И поэтому Морхаус не стал бросать его посреди океана, а решил довести до порта. Для этого ему пришлось поделить собственную команду, и он отправил 3 человек на Мэри Селест, и он остался с 4. Это был уже сильный некомплект, то есть вы видите, что в принципе можно было плавать на Бригантине втроем, но это было уже тяжело и опасно. Им понадобилось довольно много времени, но в конце концов Морхаус со своими людьми успешно привел оба корабля в целости и сохранности в порт Гибралтар и сдал его, рассчитывая на значительную награду. Вместо этого его арестовывают и сажают под стражу по подозрению в лучшем случае попытки мошенничества со страховкой, а в худшем случае в пиратстве и убийстве. Дело в том, что вся эта история, которую рассказал Морхаус при сдаче корабля, выглядела абсолютно неправдоподобной. И Адмиралтейство начало судебное следствие, потому что совершенно непонятно было, что произошло в море. В принципе, как вы понимаете, люди периодически находили брошенные суда. Именно поэтому существовало законодательство. Но по какому поводу и как эти суда оказались без команды? Допустим, это был корабль, который был серьезно поврежден во время шторма или бури, и он был покинут экипажем, потому что казалось, что он вот-вот пойдет на дно. Это были суда, которые снимали с рифов, снимали с мелей. И если бы Мэри Селест была настолько повреждена погодой, что казалось, что она вот-вот пойдет ко дну, все было бы ясно, было бы понятно, почему команда ее покинула. Но судно было не повреждено. Далее. Допустим, на Мэри Селест напали пираты. Они перебили команду или взяли кого-то в заложники. Но почему бы они оставили на корабле полный груз спирта? Пираты – это не те люди, которые бросают спирт, даже денатурат. Кроме того, на судне находились ценные вещи, деньги, драгоценности, дорогое оружие, которое тоже никто не взял. То есть списать произошедшее на Мэри Селест на нападение пиратов было очень сложно. С какой стати команда под управлением опытного, благоразумного капитана посреди холодного Атлантического океана предпочтет перебраться в шлюпку, которая, между прочим, была слишком мала для 10 человек? Они могли уместиться в эту шлюпку, но шлюпка была бы перегружена. Объяснить этот факт было совершенно невозможно. И у следователей от Адмиралтейства возникла масса интересных гипотез. И все эти гипотезы бросали тень на капитана Морхауза. И первая идея, которая пришла в голову генеральному прокурору, это то, что капитан Морхаус и капитан Брикс в сговоре попытались совершить мошенничество со страховкой. Мэри Селест была застрахована на очень крупную сумму. И поэтому довольно быстро возникла версия о том, что 2 капитана были в сговоре. И они собирались заявить о том, что корабль Мэри Селест был потерян, после чего они бы предъявили страховке иск и получили бы более 1 миллиона страховыми деньгами. И для этого капитан Брикс просто подождал капитана Морхауза в Атлантическом океане, потому что вообще вставал вопрос, каким образом де Грация удалось нагнать Мэри Селест, которая была за 8 дней впереди до них. И появилась версия о том, что Брикс, проходя Азорские острова, должен был покинуть судно, снять всю команду на шлюпку, добраться до берега, дождаться там Морхауза, после чего они бы объявили, что Мэри Селест была потеряна в море и получили бы страховые деньги. Версия была интересная, но на самом деле не было никаких доказательств. Во-первых, Морхаус и Брикс не были друзьями. Они были знакомы, потому что они работали в одном бизнесе, они вращались в одних кругах, у них были общие поставщики и бизнес-партнеры, но они не были друзьями, они были едва знакомы. Во-вторых, Брикс был хорошо известен в торговых кругах.
Как я уже говорила, к 37 годам он заработал безупречную репутацию. И в те времена, если ты был капитаном торгового судна, ты должен был иметь хорошую репутацию, иначе тебе бы не доверили ни груз, матросы бы не стали идти с тобой в море, партнеры бы не стали заключать с тобой сделки. Для того, чтобы быть успешным капитаном торгового судна в XIX веке, ты должен был быть довольно-таки безупречным человеком. И Брикс был хорошим человеком, он был истовым христианином, по отзывам всех, кто его знал. Его знало много людей. Много людей могло свидетельствовать, что Брикс – это не тот человек, который пошел бы на мошенничество. Кроме того, это было, строго говоря, невыгодно. Потому что для организации такого масштабного мошенничества в курсе должны были быть не только два капитана, но полностью обе команды. То есть не меньше 20 человек должно было быть включено в этот заговор. И деньги потом пришлось бы делить на довольно большую группу людей. При том, что капитан Брикс только начинал новый бизнес. Он бы потерял новый корабль, который тоже стоил больших денег. Ему было бы, в общем-то, невыгодно пустить под откос всю свою только начинающуюся карьеру судовладельца только для того, чтобы один раз хапнуть страховых денег. Это было не очень-то благоразумно. И поэтому возникла другая, еще более интересная гипотеза о том, что это был просто прямой акт пиратства. Когда Мэри Селест выходила из Нью-Йорка, в ее экипаже было несколько человек, которые были в сговоре с капитаном Мархаузом. И когда корабль был посредине океана, эти матросы убили капитана, его семью и офицеров, взяли корабль в свои руки, положили его в дрейф, дождались Мархауза, который нагнал их на Деи-Грация, после чего эти матросы, эти предатели, перешли на Деи-Грация и слились с его командой. То есть на самом деле Мэри Селест не была полностью покинута людьми, когда она была найдена. И теперь капитан Мархауз фактически захватил корабль и требует наградных денег. Но эта версия тоже никак не была подтверждена, хотя улики искали с большой тщательностью. Мэри Селест осмотрели от киля до клотика с лупой. Каждый сантиметр корабля осмотрели специалисты и не нашли на нем никаких следов вооруженного столкновения. Не нашли никаких следов того, чтобы этот корабль подвергся нападению, что команда подверглась нападению снаружи или изнутри. Все указывало на то, что команда корабля организованно, хоть и в спешке, эвакуировалась на собственной шлюпке по неизвестной причине. И поэтому, в конце концов, после двухмесячного следствия капитана Мархауза отпустили. Более того, ему выплатили премию, но значительно меньшую, чем он рассчитывал. И она абсолютно не стоила того, чтобы так переживать и рисковать пойти на галеры. Корабль был отпущен и в конце концов добрался с грузом до Генуи. И о дальнейшей судьбе Мэри Селест я расскажу чуть позже. Но для начала займемся другими версиями. Потому что история Мэри Селест попала в газеты. В те времена, когда не было интернета, люди, просыпаясь, сразу хватались за газеты. И газеты им фактически заменяли интернет. И журналисты искали подобные интересные, сенсационные истории. И поэтому о Мэри Селест очень скоро заговорят по всему миру. К счастью, тогда еще ничего не знали о инопланетянах. И поэтому инопланетяне могли спокойно ходить по Земле и совершать эксперименты над людьми. Им никто не препятствовал. Но истории о гигантских морских чудовищах были тогда на пике популярности. На самом деле гигантские морские чудовища являются частью морского фольклора с незапамятных времен, ну и практически до наших дней. А тогда, в 1870 году, буквально за 2 года до этого, только-только вышла отдельным изданием книга Жюль Верна «80 тысяч лье под водой». Помните? «Все чаще год от года, далеко от земли, всплывает в море кто-то и топит корабли. Гигантский нарвал». Так вот, легенды о гигантских спрутах, о гигантских кальмарах, о морских змеях передавались из уст в уста, и периодически о них говорили в газетах, о том, что корабли были атакованы какими-то мистическими гигантскими обитателями морского дна. И появилась интересная версия о том, что на Мэри Селест напал гигантский морской спрут.
размером с корабль, который аккуратно своими гигантскими щупальцами извлек всех членов экипажа из их кают через открытые люки и уволок на морское дно. При этом он абсолютно никак не повредил корабль и, по всей видимости, прихватил с собой секстант и хронометр. Более реалистичные версии говорили о том, что, возможно, Мэри Селест стала жертвой какого-то исключительного природного явления. Несмотря на то, что, в принципе, были опрошены корабли, которые проходили этот участок океана в то время, и они показали, что Атлантика на тех широтах и в те недели была спокойна, что океан был более-менее спокоен, погода была приемлемая. Но, в принципе, было невозможно, что Мэри Селест крайне не повезло, и она оказалась на пути какого-то чрезвычайно локализованного природного явления. Например, морского смерча. Это фактически такое торнадо, которое идет над водой. И если Мэри Селест столкнулась с этим смерчем, он обрушил на нее очень много воды, что, кстати, объяснило бы ее очень подмоченное состояние. И капитан Брикс смог переоценить опасность, в которой оказалось судно, поскольку фактически весь трюм его был забит бочонками, и было нелегко на глаз оценить, сколько воды набрала Мэри Селест. Он подумал, что судно непременно быстро утонет. И поскольку они проходили Азорские острова, не то чтобы они были рядом, но он подумал, что это меньший риск попробовать достичь берега на шлюпке. И он приказал всем покинуть корабль, после чего они попытались достичь берега, но им это не удалось. А корабль, вопреки его ожиданиям, остался на плаву. Это, в принципе, реалистичная версия, хотя предположить, что такой опытный капитан решит, что 10 человек в одной шлюпке в холодной Атлантике будут чувствовать себя лучше, чем даже на слегка подтопленном крупном судне, было бы довольно странно. Скорее всего, капитан Брикс не сделал бы такой ошибки. И на данный момент самой правдоподобной кажется интересная версия, которая связана с грузом, который несла на себе Мэри Селест. Как мы уже знаем, когда Мэри Селест была найдена, люки трюма были открыты, и крышки некоторых из них были сняты с петель. В принципе, возможно, что спирт, который находился в бочонках в трюме, в течение 4 недель пути постепенно просачивался сквозь бочонки и испарялся. Трюм был заперт более-менее герметично, и постепенно он наполнялся парами спирта, который, в принципе, взрывоопасен. И в какой-то момент не исключено, что какая-нибудь случайная искра воспламенила этот спирт, и в трюме раздался небольшой, но все-таки взрыв. Он не повредил корпусу судна, но, возможно, именно от него часть крышек люков просто вылетела, как пробки. И капитан Брикс, испугавшись, что взрывы будут повторяться, и корабль в какой-то момент может просто взлететь на воздух, приказал срочно всем спуститься в шлюпку, и шлюпка была привязана к кораблю за самый длинный канат, который смогли найти. Поэтому часть парусов была не закреплена, потому что они выдернули фал, которым вообще-то крепились паруса. Шлюпку привязали к кораблю, они не собирались уплывать насовсем. Они собирались просто сойти в шлюпку, отдрейфовать от судна на как можно большее расстояние и дать кораблю проветриться через открытые люки. Но случилось что-то непредвиденное, к примеру, внезапный порыв ветра наполнил паруса, и бригантина резко начала набирать ход. Перегруженная шлюпка тащилась за ней на канате, который не выдержал, канат порвался, и они не смогли догнать собственный корабль и погибли в море. Для меня это звучит вполне правдоподобно, потому что я сама однажды лично вызывала 911, потому что мне показалось, что в гараже моего дома пахнет газом. И я сама потом эвакуировалась холодной декабрьской ночью в парк, подъехала команда пожарных и работников службы газа в страшных желтых комбинезонах. Они спустились к нам в гараж, потом вышли и спросили, кто нас звал. Я сказала, это я. Они сказали, девушка, один из ваших соседей заправил машину, залил бак до самого верха, потом завел машину в гараж. В гараже теплее, чем на улице. Бензин немножко расширился и вытек.
у вас в подвале пахнет бензином, не вызывайте больше 911 по таким причинам. Я обещала больше не вызывать. Но я знаю, что человек может паникнуть, когда ему внезапно кажется, что ваш дом или корабль, того и гляди, взлетит на воздух. В любом случае, это несчастное судно потом еще несколько раз поменяет владельцев. И в конце концов, все кончится тем, что очередной капитан Мэри Селест действительно попытается совершить мошенничество со страховкой. Он сговорится с тогдашними судовладельцами. Они загрузят Мэри Селест каким-то никчемным хламом. По ведомостям этот хлам будет проходить как ценный груз. Они застрахуют его на большие деньги. После чего он нарочно посадит корабль на рифы рядом с Гаити, сам с матросами доберется вплавь до берега и подаст иск на страховку и получит страховку. Ему немножко не повезло, потому что он рассчитывал, что Мэри Селест, оставленная на рифах, будет очень быстро разрушена прибоем и затонет. И вместе с ней затонут все улики. Но корабль оказался очень крепкий и не развалился. И люди, которым страховка перепродала судно, смогли добраться до него и снять с рифов, и обнаружить в трюмах барахло, которым Мэри Селест была на самом деле нагружена. После чего начнут сверять ведомости и потащат в суд бывших судовладельцев и капитана. Мэри Селест была не первым и не последним кораблем, которые были обнаружены в открытом океане без команды. Это происходит практически каждый год. Но именно Мэри Селест закрепилась в сознании обывателей и стала фактически нарицательным именем для таких судов-призраков. Произошло это так. В 1884 году, то есть через 12 лет после происшествия, в журнале вышел анонимный рассказ. Он назывался «Сообщение Хаббикока Джеффсона». И он рассказывал от первого лица якобы историю человека, который был пассажиром на Мэри Селест и выжил, и теперь рассказывает, что случилось на самом деле. Это совершенно абсурдная история, и я не чувствую ни малейшего угрызения совести, пересказывая вам ее здесь. Фактически в ней говорилось, что Мэри Селест стала жертвой заговора негров, которые под предводительством серийного убийцы пытались отомстить всей белой расе и на этом основании убили экипаж. Но из-за того, что эта история выдавалась как якобы рассказ очевидца, очень многие люди поверили в то, что это документальный рассказ, а не художественное произведение. Но впоследствии выяснилось, что автором этого рассказа был 25-летний хирург по имени Артур Конан Дойль, который только пробовал себя в литературе. Это далеко не лучшее его произведение. И история Мэри Селест будет продолжать всплывать в беллетристике, в журналистике, и будут выдвигаться новые, интересные, абсурдные, совершенно головоломные версии событий. Но мы так и не знаем точно, что произошло. И, скорее всего, не узнаем. Потому что море продолжает хранить свои тайны. Несмотря на всю нашу технику, на все развитие связи, ежегодно в океане случаются трагедии, которые воскрешают в памяти историю Мэри Селест. И в какой-то момент мы должны примириться с тем, что мы никогда не будем знать всего, что, как бы мы ни старались, в мире все равно будут существовать тайны, которые не будут разгаданы. И даже если мы знаем, что произошло, мы никогда не будем точно знать, что мы это точно знаем или ошибаемся. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал через Boosty и Patreon. Всего вам доброго. До свидания.